Так, всем привет. Ну что ж, у нас сегодня идет третий день отчаянной попытки добиться от AI вразумительных результатов в части создания и работоспособности простой относительно приложухи, трекеры Binance активности по паре BTC и USDT. Так, вчера на самом деле особо ничего интересного не получилось. Посмотрим, что будет у нас сегодня. Посмотрим, что у нас сегодня выдаст как Bolt.new, так и Dev Zero, V0 Dev, так и Klein. Так, ну что, приступаем. В очередной раз, да, у нас новый день, новый чат. В принципе, давайте стартанем с того, что есть. Вчера стало понятно то, что он не особо умеет скроллить. И это история печальная. Ну, сейчас посмотрим. Напомню, вчера у нас мы сравнили рабочую версию от V0 Dev с
нахлобученной и накрученной версии от Клайна. Добились темной базовой темы, чтобы не выжигать глаза. Вот. Но при этом, в конце концов, мы не увидели вывода информации на UI. Поэтому сейчас посмотрим, что он тут нам предложит. Еще раз мы ему говорим, посмотри, запусти приложуху, используй браузер, чекни, все ли работает нормально. Для этого сделай несколько скриншотов браузера с временной задержкой 3 секунды. Сделай как минимум 3 скриншота. Ну, это он, скорее всего, не сделает, но тем не менее. Нам надо добиться от него, чтобы он сделал скриншот не на уровне, не на уровне загрузки, базовой загрузки браузера, да, а все-таки чуть-чуть подождал, потому что иначе он ничего не увидит. Так, ну ничего, вот мы disconnected, данных нет. Сейчас посмотрим. Скорее всего, нам надо вот сюда вывести просто простыню из значений time and sales. Сейчас посмотрим. Странно, что у нас опять не работает WebSocket. Я не понимаю, это какая-то херня на масле. Чего с ним, блядь, опять не так? Хер знает. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Потому что он же работал.
Так, он у нас опять собрался. Опять пошел смотреть тесты. Так, так, technical. Да, я ему говорю, запусти тесты веб-сокеты, ну, коннекшена к веб-сокету и найди корневую причину, главную причину, почему у нас а, нет подключения, и вернись с решением. Сейчас посмотрим. Смотрите, мы connected. То есть, я ему говорю, слушай, это, чекни браузер еще раз, потому что мы получили подключение, так что, ну, кажется, это был всего лишь ну, задержка при подключении. Сейчас посмотрим. Он не видит. Я не удивлюсь, то, что ни разу не удивлюсь. Давайте снова начнем, потому что какая-то ерунда. Вот так.
Я говорю, чек не приложенное изображение. У нас есть подключение, но мы не получаем никакую информацию на UI. Я хочу, чтобы ты я ему говорю то, что я хочу, чтобы ты все очень аккуратно чекнул, все временные периоды зависимости и нашел, что послужило тому, что мы ничего не видим, э, и какой у нас end-to-end refresh rate для каждого блока визуализации на UI. Давайте ему сразу, чтобы он понимал, что я хочу. For example. Time and sales and liquidations and order book depth. Depth, блять. Liquidations and я говорю то, что для time and sales liquidation и order book depth panels с правой стороны я хочу авторефреш 100 миллисекунд и они должны быть независимы от выбранного таймфрейма на главном чарте. То есть они должны крутиться постоянно. Если мы сейчас добьемся рефреш рейта в 100 миллисекунд, вот таким каким-то относительно простым заданием, ну посмотрим, не знаю.
Так. Воу-воу-воу-воу-воу. Он пробежался. Так, да? Угу. Так, ордербук на 100 миллисекунд. А почему не видим ничего, раз у нас ордербук на 100 миллисекунд? Throttled by buffer size tenant. Ага, orderbook, process. Best data, так, has similar buffer size limitation. Buffer size, buffer size, buffer size. Значит, где time and sales? Давайте, где у нас? Что-то не вижу. Это не здесь. Где-то у нас buffer size. Ну ладно, сейчас найдем. Это, скорее всего, у нас в use market data, да. Да. Вот. Давайте поставим 50. Так, продолжаем. Пум-пум-пум, buffer size, да? Давайте на buffer size поставим 100. Давайте на 200 значений. 200 значений. Почему не выводится? Фиг знает. Так. Real-time updates. А вот, ага, same. Это окей. Теперь мы берем опять нашу замечательную фразу. Раз он нам тут все нашел. Пускай соображает. Так, хукс, хукс, хукс. Хукс, хукс, хукс. Ой, секунду. Оп. Значит, почему ты решил удалить buffer size limitation? Unchanged. Так, real-time, new types. Real-time, real-time, real-time. Binance TS. Давайте-ка спросим про buffer size, потому что я что-то сомневаюсь, что нам надо его прям пипец удалять.
Надо понять, как он вообще работает. То есть он что? Он ждет, пока накопится что-то и выплевывает каждый. А, Да, то есть я спрашиваю, он действует как контейнер и выплевывает, допустим, каждые 10 загруженных данных последних, либо же просто выступает рестрикцией, да, и наоборот показывает просто 10 последних. Так, about remove, ага, buffer size. Ну, видите, the number, ага. Так, он только контролирует визуализацию, поэтому его убирать нахер не нужно. Ага. Так, ну, раз такой умный. Еще раз, чтобы не накосипорить, а то, знаете, тот еще товарищ. Не знаешь, чего от него ожидать. Так, чего тут? Update real-time config окей, real-time state окей. Менеджмент бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Ну, давайте, ладно. Посмотрим, что будет, что не будет. Здесь что? Здесь что-то... Нет, тут все. Этот загнулся. Тут что? Тут что-то отображается. Давайте, чтобы не особо не терять время, сделаем следующим образом. Где наша была картиночка? Картинка. Нет, не так.
Мгм. Дабы не терять время. I want you to carefully check attached image and respond with exact uh, instructions uh, for visualized design. Uh, I want you to create a simple design system with UI UX each component description, so any AI agent could easily understand uh, what, where, and how exactly he should edit basic existing design of um, any app to reskin current app with design that used on attached image. Я ему сказал то, что посмотри внимательно на приложенное изображение. Я хочу, чтобы ты мне создал дизайн-систему с конкретным описанием UI UX по каждому элементу, так, чтобы любой AI-агент мог понять, мог применить ее и знать, что конкретно куда и зачем надо поменять на каком-то существующем приложении, чтобы его, чтобы сделать ему рискин. Ну, имеется в виду, чтобы сменить дизайн. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, тут что? Так, что он там уже фигачит? Ладно, сейчас посмотрим, что фигачит. Тут что? Так, у нас здесь... окей. Respond with enhanced, slightly enhanced text from my previous audio message as an instruction. Хочу забрать текст из моего аудиосообщения. Так, что мы тут получили? Overstyle, Dark Mode, with Futuristic, бла-бла-бла, Typography, Apply to the main container, туда-сюда, Slightly Listening Rate. Ну, неплохо. Неплохо. То есть, что мы получаем? Мы, по сути, здесь, сказав простую вещь, и так действуют многие вещи, многие эти EDI, да, то есть V0 Dev так действует, Bold.new так действует. Кстати, что мы вот сидим паримся? Давайте попробуем, посмотрим. New chat.
И попробуем сделать здесь что-то похожее. Сейчас заберем. Он вернулся, да. Мгм. Хотя нет, нам надо вот здесь это делать, да. Так, мы говорим то, что... Давайте вот так вот сделаем. Сначала, сначала заберем вот эту историю. А, Говорим ну, то же самое, что мы сказали Gemini, и теперь говорим... а, То есть я говорю все то же самое и в конце добавляю, после того, как ты ответишь с дизайн-системой, примени это на текущий, а, ну, на текущий проект. Сейчас посмотрим, что будет. Так, тут что? Хукс. Что-то делает, что-то делает. Так, смотрите. Border radius. Заметьте то, что... Хотя вроде тоже нормально. Если так посмотреть, он просто более точно, да, то есть он компоненты, тайпографи. Но вот он тайпографи, надо сравнить. Сейчас сравним все, кто что написал. Кто что написал. А что ты не оплодишься? Ну-ка давай. Ты можешь заплодиться, я не понимаю. М, Так, а меня случаем не выкинула Лили? Могло и такое произойти. Посмотрим. Да, похоже, да, у нас что-то сбилось, как обычно.
Так, продолжаем. Итого. Итого. Все, здесь у нас network error был. Давайте здесь так. Сейчас здесь посмотрим, что происходит. Угу. Ну посмотрите, самое-то интересное то, что в целом, что мы видим? Мы видим то, что а, оно загружается. Просто дольше, но загружается. То есть у нас как таковой проблемы с веб-сокетом нет. У нас есть долгая загрузка. Окей, сейчас посмотрим, что сделает, что не сделает. Так, нам надо продолжить историю. Продолжить историю. Так. Этот уже весь в ошибках. Ну да ладно. Рисует здесь что? Этот тоже рисует. Так, ну неплохо, смотрите. У нас что-то происходит. Какие-то телодвижения. Так, прикольная штука. Ага. Мы не видим, совершенно не видим. Прайс-чарта. Ну, это не самое страшное, потому что он просто линию надо поменять другим цветом. И здесь черная, но это тоже это все исправляется. У нас, правда, вот здесь ничего не работает. Так, здесь sales появились. И order book совершенно не виден. Какие-то печальки. Ладно. Окей, что с болтом? Ну, в целом, я не понимаю, он что-то сделал, вообще не сделал. Он что-то только все сломал. Ладно, бывает. Бывает. Но смотрите, ликвидации идут. Ликвидации видны.
Все подряд. Окей, здесь что? Мгм. Здесь мы что-то бесконечно пишем. Теперь давайте, знаете, как сделаем? Давайте...
Так, давайте вот description one. Что я хочу? Я хочу закинуть закинуть в Gemini все три вида дизайн-систем. И посмотрим, кто... Я ему даю задание, чтобы он их сравнил между собой, нашел лучшие кусочки из каждого и сделал из них одно большое хорошее задание на дизайн-систему. Сейчас посмотрим, что у нас произойдет. Единственное, я не приложил, блин. Ладно, не приложил, не приложил. Так, тут что? Так, ну типа. Типа. Типа он все выполнил. Сейчас посмотрим. Так. Я говорю, чекни свой последний ответ, сравни его с приложенным изображением и ранее выданными тремя описаниями дизайн-системы. Точно ли ты ничего не забыл? Аккуратно прочитай все, порефлексируй и ответь с финальным, исправленным, улучшенным ответом. Сейчас посмотрим. Так, что у нас тут? Чего? Телеграм. Оп. О, смотрите. Так, ну уже хорошо. Уже хорошо. Уже хорошо. И disconnected. А почему?
Так. Net volume price chart. Net volume chart, price chart. И net volume chart. Где-то у нас с запятой ошибка дурацкая. Ну давайте ее и... Ее попробуем устранить. Раз. Странно, что он вырубает. М. То есть он сколько-то загружает. Причем немного. Раз, два, три, 7, 8, 9, 10. Ну, короче, он 11 загружает и слетает. То же самое с ордербуком.
Так, пам-пам-пам. Окей. Я надеюсь, тут хватит этой темы, чтобы у нас все запихнуть. Видите, в 11:03 и все. То есть он плюнул 10 штук и больше ничего не показывает. Так, что у нас тут? Хоп. И вот тут он зависает. Он показывает 10 и отлетает на дисконнект. То есть похоже, что у нас buffer size с одной стороны он как бы показывает, с другой стороны странно, что он показывает только эти 10, и потом у нас все вообще отлетает, вообще все. Так, окей. Хотя вот он сейчас опять показал 10 штук. Ладно.
Угу, угу. Ну давайте попробуем, что предлагает. Звучит логично. М. О, Data Aggregator Work. Это неплохо, кстати. Нормальная тема предлагает. Virtual Scroll for Chart Optimization. Good. Good, 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 good. Сейчас посмотрим, что он нам тут наделает. О, мы connected опять. Мы опять connected. Но мы не апдейтимся. Как раз, видимо, из-за buffer сайза.
Так, так он тут Binance потрогал. Вроде не страшно. Ладно, посмотрим. Мгм. Пам-пам-пам-пам-пам.
Так, вот здесь видите тоже фишка, что он как бы по сути для одной модификации э, в одном файле. Ну, то есть для он мог бы суммировать изменения, все изменения для одного файла и сделать их за раз. Но вот у него вот этого буферизации и саморизации заданий нету. И поэтому тут тоже есть проблематика того, то, что если одно задание м, является, как сказать, если задание подразумевает правку одной и той же строчки и ну, там, одного и того же слова, к примеру, кода, то здесь могут быть проблемы. Потому что он может сделать сначала одно, а потом перезаписать. Потому что, чтобы этого не происходило, он должен после каждого изменения, вот если видите, он здесь client is editing this file, editing, между ними вот сразу после первого изменения должно идти reading, и только потом editing. То есть сначала он должен читать, потом исправлять. Есть вот этот вот такой тоже не очень приятный момент. Ну, как говорится, здесь только надеяться на лучшее. Хз. Хз. Так, здесь что-то у нас тоже все полетело. Как-то он отражает неправильно. Current price 52 не может быть.
Так, надо, видимо, коммитнуться, а то что-то мы тут уже нормально наделали делов. Так, мы все Virtual Scroll пытаемся что-то с ним сделать. Непонятно что. Ладно. Я просто в параллели еще одно приложение делаю. Мой некий долгострой. И я не знаю, как антрофик реагирует на а, практически одновременные API-реквесты по одному API-ключу на совершенно два разных задания в двух разных проектах. Посмотрим, как это. Ну, пока вроде что-то делает, и ни в одном, ни в другом не тупит. Так, ну окей. Типа, хорошо. Мы что-то там убрали, не убрали. Давайте. Да,
Так, мы connected. Блин, но все равно что-то не то. Я не понимаю. Time and sales. Ну вот, апдейт интервал 100 миллисекунд. Очень странно. Подожди, trade threshold, update interval, окей. Buffer size, окей. А зачем нам вот тут, блин, 10 секунд мы сидим, ждем? Давайте здесь поставим, ну, 200 миллисекунд. Ради прикола. Recent data. Давайте, ну, давайте 10 часов. Давайте 100. Хотя 100, наверное, до хрена. Ладно. Scroll buffer 100. Сейчас посмотрим. Так, смотрите, order book пошел прям что-то тут показывать. Много интересного. У нас не считается кумулятивка. У нас нет recent activity. Мы не видим прайс чарта, ничего. Так, окей. Так, use real time optimized. Ten hours. Medium aggregation. Оп. И он опять падает. Видите, time and sales встает на десятки. 3, 4, 5, 6.
Не, ну тут больше. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20. Он загрузил 20. Непонятно. Что-то не то. А если мы сделаем следующему... А, блин, если... Ну, давайте вот так. 20 тысяч поставим. Ради интереса. Ради интереса, что это будет? 11,53. Compiled, 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 compiled. Ну, давайте-ка попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Как мне найти терминал?
Видите, у нас есть use callback, и непонятно на самом-то деле, как он animation frame. Так, only run visible data points, visible data points. Так, virtual scroll buffer. Ну, давайте 1000 поставим, что-то это мало. Давайте поступим по-другому. Смотрим. Так, мы уже сожрали бабла, вы представляете?
Меньше чем за 3 дня я съел 20 баксов. Такая история. Так, ну что, мы вроде пополнили, так что можем продолжать. Всегда нужно помнить, что есть бесплатные темы в виде GitHub Copilot. Там определенное количество сообщений бесплатно на GPT-4o и на Клоде. Но он много тупее, конечно, и хреновее Клайна, поэтому с ним я даже боюсь туда лезть. С учетом еще того, то, что да, я сюда могу попробовать подключить DeepSeek. Вот, но, блин, лучше Соната никто не пишет. Просто никто. Такая история. То есть на дипсике и на там Квене можно пробовать, ну мы с вами видели, да, можно пробовать писать с нуля, либо же ну, подключить и очень точечно идти по изменениям, вот, но делать что-то прям бомбическое, возможно, и не получится.